мой. Здравствуйте. Спасибо, что вы с нами. Спасибо большое. Смотри, ну у вас была женщина с начесом, вот это вот согласна ли ты, согласен, ну вот эта вся история, да? Голубей выпускали? Все, ладно. Всем привет, с вами снова Орел и Решка. И сегодня мы прилетели куда, Настенька? Куда? Да в Румынию мы прилетели, в Бухарест. Этот замечательный смех, Настин, говорит, что это один из самых загадочных городов в мире. Потому что здесь кто был в свое время? Кто? Сам граф Дракула. Конечно же, вампиры, таинственность. Все это немедленно хочется разгадать, увидеть. Но не только вампиром единым, ребята. Это один из самых красивых и интересных городов. Так мне говорили мои друзья-футболисты, которые живут в Румынии. Сейчас узнаем, кто же будет сосать кровь, а кто будет ходить с золотой картой. Орел. Решка. Привет, Бухарест. Ну, ой, предвкушение. Да, Настенька, Настюшка, держи. Держи, моя хорошая, держи себе рюкзачок. Я себе монетку держи, забирай. Ну, где там, дорогая машина, граф Дракула? Я иду к тебе, самый загадочный. Самый загадочный ведущий к тебе идет, самый загадочный город в мире. Я даже не поняла, что произошло. Бухарест окутан легендами о кровожадных вампирах и великих диктаторах. А еще это один из самых бюджетных городов Европы. Нам кажется, такая гремучая смесь сделает этот уикенд незабываемым. Если вы оказались в Бухаресте всего со $100, не расстраивайтесь. На уикенд этого бюджета должно хватить с головой. Поэтому я не буду экономить и уеду из аэропорта на такси. Здесь можно заказать такси вот в таком вот аппарате. Это будет гораздо дешевле, нежели чем вы подойдете и скажете подвезти вас до центра города по факту. Так, смотрим. Супер, это где-то 40 центов за километр. По-моему, прекрасный ТОС. Автомат выдает вам чек, на котором указан номер машины и время ожидания. 3 минуты, и машинка у моих ног. Выходишь из аэропорта, и вот она. Дожидается меня во всей красе. Ну что, помчали? Так исторически сложилось, что у всех правителей Румынии были свои уникальные средства передвижения. Граф Дракула – лучшие лошади только у него. Чаушеску – самые новые и классные лимузины. Я не буду отставать от этих людей, тем более в подъездном чате в Вайбере меня называют диктатором, человеком, который пьет кровь. Мы с ними вот так вот связаны. У меня тоже будет уникальное средство передвижения. Новенькая, тюнингованная BMW i8. В ней прокачано все. Теперь под капотом не 362 лошадиные силы, а 410. Разгон до сотни уже не за 4 секунды, а за 3,8. Ну и, наконец, эксклюзивный окрас. Розовое золото. А? Класс. Нравится? Моя. Такой тюнинг очень популярный в Румынии. Именно так владельцы авто козыряют друг перед другом. И чем круче тюнинг, тем круче ты. Ну, стой. Ох, пока сядешь, можно спину себе сломать. Я, конечно, не знаю, какая там у Беднякова машинка, но мне кажется, мое такси вот ничуть не хуже. У него вкуса-то нет, только ему об этом никто не может сказать. Надо будет как-нибудь намекнуть. Такси очень даже симпатичное. На удивление, здесь очень приятно пахнет какими-то фруктами. И посмотрите, даже салфеточки есть. Пусть вот в таком вот ключе все дальше и будет. А пока там Настя радуется салфеткам, я на своем супер тюнингованном авто уже в городе. Бухарест удивляет с первых минут. В первую очередь своими контрастами. Вот вычурное здание довоенного периода. Рядом плановая постройка эпохи социализма.
А вот современные стеклянные небоскребы. Но больше всего в глаза бросается другое. Неопрятный вид всех этих зданий. Вот у меня такое ощущение, что здесь особо не ценят свой город. Хорошие дома стоят, и везде расписано, разрисовано, все практически. Это же ваш город, лицо вашей страны. Зачем такое? Я не понимаю. Еще, знаете, вот мне не нравится здесь огромное количество рекламы. И еще очень много ларьков с шаурмой, с всякими хот-догами, какие-то напитки. Ребята, зачем оно вам надо? Ну, такие же есть красивые здания, а вы вот так вот все портите. Не ценят город. Вот мне кажется, что не ценят красоту, которая здесь есть. А она здесь есть. Бухарест – это город широких проспектов, зеленых скверов и фонтанов. Причем он мог бы быть еще краше, если бы не его бывший президент, диктатор Николай Чаушеску, который в 80-х годах решил радикально перестроить Бухарест. Он разрушил более 9 тысяч старинных сооружений, а вместо них внедрил плановую однотипную застройку города. Поэтому сейчас все достопримечательности Бухареста так или иначе связаны с именем бывшего правителя. А вот и его величество парламент. Между прочим, самое большое административное здание в Европе. Построено по инициативе Чаушеску, как символ его безграничной власти. Длина 270 метров, высота 86 и площадь 350 тысяч квадратных метров. Это как 46 футбольных полей. Над строительством дворца трудились около 700 архитекторов и более 20 тысяч рабочих. Они соорудили самое тяжелое здание в мире, причем использовали исключительно румынские материалы. Так Чаушеску решил доказать самодостаточность и мощь страны. При этом обычные жители столицы пребывали в нищете. Им отключали отопление и электроэнергию. А на самой стройке работали по 3 смены без отдыха, что и стало причиной гибели порядка 300 человек. Поэтому Вместо того, чтобы гордиться этим величественным зданием, местные, наоборот, считают его символом деспотизма и унижения. Еще одна знаменитая достопримечательность Бухареста – Дворец весны. это резиденция самого Чаушеску, который проживал здесь со своей супругой, вплоть до их расстрела. Сейчас дом Чаушеску открыли для посещения, чтобы каждый мог увидеть подлинный быт великого диктатора. Итак, имение Чаушеску насчитывает 80 комнат с самой модной, самой роскошной на то время отделкой. Красное дерево, мрамор, золото, шелка, хрусталь, коллекционный фарфор и эксклюзивные картины. Конечно, видно, что все это безумных денег стоит, но у меня бы такой дом вызвал бы депрессию, мне кажется, уже через неделю, потому что все очень такое грузное, тяжелое, темное. Это древесина, она уже... Даже вот 5 минут я здесь, она уже давит на меня. Странные эти правители. Помимо этого, у Чаушеску был сад, где разгуливали любимые птицы – павлины. Гардеробная, где хранила свои роскошные шубы жена президента. Личный бассейн. И даже спа-салон, где сам президент восстанавливал свои силы после трудового дня. На самом деле дом просто огромнейших размеров, и внешне вообще не скажешь. Но заблудиться здесь можно за 5 сек. Ну и вообще, знаете, друзья, вывод такой. Вот много денег есть, вкуса нет. Но помимо Чаушеску здесь есть еще один странный персонаж, который, правда, жил давным-давно, но вот деньги в бюджет страны начал приносить относительно недавно. Я говорю сейчас о графе Дракуле. Это вампир из романа Брэма Стокера «Дракула». Его прототипом стал местный князь Влад Цепеш.
Румыны же о своей вампирской легенде узнали совсем недавно, после падения коммунистического режима. И быстренько сообразили, что на истории с графом Дракулой можно делать деньги. И создали вампирский аттракцион для туристов. Понаставили памятников, открыли десятки сувенирных лавок и даже тематические рестораны, в один из которых я и пришел. Я буду сейчас заказывать, а вы пока осмотритесь. Вроде интересный ресторан, вам понравится. Скизу. Ресторан оформлен в стиле замка графа Дракулы. Каменные стены, средневековая атрибутика. Посмотрели? Ну как? Ну, я же говорил, хороший ресторан. В общем, я заказал, я попросил что-то необычное. Официант говорит, не переживай, все будет нормально. Это блюдо навсегда останется в твоем сердце. Вот, жду. Подача здесь тоже тематическая. Нет, ну подача, конечно, интересная. Даже вот этот вот помидор, насаженный на кол. Меч принесли вместо шампура. Сырое мясо. Вот, пожалуйста. Намекаю, что я кровопийца или что? Так, ну, поехали, ребятушки. Начнем с шашлыка. Хороший такой шашлычок, знаете, мечта любого мясоеда. Всевозможное мясо. Здесь есть и курица, и говядина, кебаб, лимончики, зеленушечка. А это чай закажу с лимоном. Так, ну неплохо. Следующее блюдо – мясная нарезка. Видите, вот они этот образ Дракулы, вот этого человека, который насаживал на кол людей, мучил их, они его протягивают до сих пор. И это приносит им деньги. И мне кажется, что это очень-очень правильно. Это очень правильный такой коммерческий, маркетинговый ход. Людям это нравится, люди такое заказывают, люди за это платят деньги. Поэтому вам, ребята, аплодисменты. Ну, с обедом я справился достаточно легко, прям как вампир с какой-нибудь деревушкой Трансильвании. И сейчас я отправляюсь в самые таинственные и страшные места Румынии. Вы готовы, мои летучие мышата? Алкоголь нельзя в кадре пить, это не алкоголь, это кровь. Благодаря моей премиальной карте MasterCard у меня особые условия и скидки по всему миру. Yep. Thank you. Подождите, чаевые еще оставлю вам. Подождите секундочку. Помните, я говорила, что в Бухаресте можно не экономить? Сейчас я еще раз это докажу. Спасибо тебе, Бухарест, за то, что у бюджетного туриста есть возможность поесть в этом городе во вкусном, хорошем, возможно, даже в одном из лучших ресторанов города. Я пришла в Кару Кубера, старинный ресторан, которому в этом году стукнуло 140 лет. Ничего себе, друзья. Обалдеть. Здание ресторана считается национальным памятником архитектуры и живой легендой Бухареста. Раньше здесь обедали аристократы и интеллигенция, а сейчас может любой желающий. Слушайте, ну, по-моему, просто супер. Если здесь еще и вкусно, то это вообще 5 из 5. В ресторане подают национальную румынскую кухню. Я заказала свиную рульку с соленьями и кукурузной кашей мамалыгой. Капец. Ну, пахнет это все аппетитно. Теперь попробуем, какое на вкус. Прям такое. Еще с прослоечкой жирка. Дело в том, что вся румынская кухня сытная и калорийная. Именно такая пища и нужна была местным крестьянам, чтобы им хватало сил на длинный и тяжелый рабочий день. Я впервые в жизни ем свинину с таким аппетитом, клянусь. Но с другой стороны, чему удивляться? Это традиционное блюдо, и как здесь его еще готовить, если не хорошо? Так, сейчас мы попробуем то, что рядом. Это хрен. Слушайте, это очень вкусно. Я просто обожаю хрен. И могу сказать, что этот хрен один из лучших, что я пробовала. Ну и, конечно же, естественно, очень часто здесь гарниром подается мамалыга. Каша как каша. Кукурузная каша как кукурузная каша.
Блин, поговорите много раз кукурузная каша, кукурузная каша. Ладно. В этом городе я даже могу себе позволить оставить чаевые. Итак, я добрался к первому мистическому месту из списка страшных мест Румынии. Место, где, по легенде, был убит Влад Цепеш. Он же Владик, он же Владислав, он же Владяо, он же Дракула. Находится оно в лесной чаще за 30 километров от Бухареста. Хотя как-то не весело уже мне. Вроде бы и светло, но вот это ощущение, оно... Кажется, что кто-то за тобой следит. Наверное, я сам себя просто накрутил. Дракула, мистика. Вечно слышу какие-то шаги. Хочется уже быстрее уже дойти до этого озера. О, все, дошел. Ну что, па-бам! Вот оно, озеро Врежетарилор. Ну а пока вы пытаетесь это название выговорить, лучше посмотрите на него. С румынского переводится как «озеро ведьм». Несмотря на его маленькие размеры, поговаривают, озеро бездонное. Однажды якобы его попытались засыпать тоннами строительного мусора, но оно поглотило все в себя буквально за одну ночь. Кроме того, независимо от погоды, озеро никогда не высыхает и не увеличивается в размерах. Но главное, чем оно знаменито, говорят, именно здесь был убит Влад Цепеш, прототип графа Дракулы. Но опять-таки, по легенде, потому что историки до сих пор не могут доказать этот факт. Так вот, именно здесь все и произошло. Бояре якобы заманили сюда вампира, обезглавили его и тело выбросили в это озеро. На этом и закончилась жизнь такого человека, как Влад Цепеш. Тоже говорят, ведьмы сюда приходят, потусторонние силы здесь есть. Ну, не знаю, я смотрю, ну прекрасное же озеро, смотрите, замечательное. Лесок, птички поют, уединение с природой, тишина, зелень вокруг. Я вообще не понимаю, почему сюда орел и решка не приезжали с морским сезоном. Ну посмотрите, ну класс, ну нырнул с аквалангом, все посмотрел. Недоработка, недоработка. В общем, как по мне, это прекрасное место, чтобы спрятать здесь бутылку со 100 баксами. Мои маленькие кровопийцы, орел и решка продолжает дарить бабло. За очередным кладом от орла и решки отправляйтесь в Румынию, в лес городка Волунтари. Рядом с озером Врежетарилор лежит бутылка, наполненная мистикой и 100 баксами. Давайте быстрее, найдите 100 баксов, снимите себе маленький катамаран и покатайтесь по озеру. Расслабьтесь. Продолжая знакомиться с румынскими достопримечательностями, я выехала на окраину Бухареста. Друзья, я приехала в район Бузеску. Здесь живут самые богатые цыгане. Господи, помилуй, надеюсь, это не стреляли. Это Беверли-Хиллз местный, можно так сказать. Господи, это пакет взорвался. Румынские цыгане – самая большая цыганская община Европы. А Бузеску считается столицей цыганских миллионеров. Здесь всего 800 домов, но их общая стоимость оценивается в 4 миллиарда долларов. Вот оно! Настоящее, цыганское! Дорого-богато! Вообще, пока все это напоминает какую-то декорацию для фильма. Выстроены дома, огромное количество просто хаотично каких-то непонятных замков. Со стороны кажется, что они пустуют, потому что люди по улицам не ходят, жизни, кроме парочки машин, нет никакой. Дело в том, что часть этих домов недостроена. Цыгане позаботились лишь о помпезном внешнем убранстве, а потом забросили и выехали за границу. А в жилых достроенных домах живут небольшими семьями. Хотя в каждом из них легко бы мог поместиться цыганский табор.
Раз уж я здесь, я решила напроситься в гости к одному влиятельному человеку. Здравствуйте. Hello. О, супер, спасибо. Знакомьтесь, Сика, глава цыганской общины Бузеску. Он согласился показать, как живут местные цыгане. Вау. Цыгане, цыгане, Тут эхо. роми, цыгане, традиция. Класс. Живут богатые цыгане так. В богатом доме на 2 этажа всего 3 жилых комнаты. Просторный светлый холл с баром и антикварной мебелью. Хозяйская спальня со светлой гарнитурой и картинами в рамках. И гостиная на 2 этаже, обставленная статуями и экибанами в вазах. Слушайте, по-моему, это вот самое странное заполнение пространства, которое я когда-либо встречала, понимаете? Очень огромный дом, здесь можно сделать 2 этажа, наполнить их, ну, как минимум 3 комнатами. Но мой друг решил просто поставить 2 лестницы, комнату и, в принципе, и все. У меня вот такой вопрос. Дом очень красивый. Вы сами принимали решение в дизайне этого дома или вам помогали специалисты? Сам. А чем вот вдохновляются цыгане? Почему вот именно такое решение вот так вот заполнить пространство? Этот дом был построен в 80-м. Тогда строилось все село, и мой дом был одним из первых. Сначала в нем жило сразу 5 семей. Когда пришли коммунисты, они отобрали у цыган все золото. Но когда Чаушеску умер, все золото нам вернули. С тех пор цыгане и строят такие большие дома. Вот такой нескромный вопрос. Цыгане живут на какие деньги? То есть вы работаете или живете на те деньги, которые вот отложены, получены, где-то сэкономлены? Как происходит вот жизнь богатого цыгана? Все занимаются бизнесом. Я лично торгую статуями и картинами. Но сначала пришлось отучиться, начитаться книжек, а потом уже идти в бизнес. Ну, это круто. Такой вопрос. Вот мы знаем все о вас, о вашей культуре, то, что вы очень любите роскошь, очень любите вот жить богато, ну и, конечно же, очень любите золото. Откуда такая страсть вот к роскоши и ко всему золотому и вот такому, чтобы вот это все видели все и знали, что ты классный? Цыгане – это класс, который всегда мигрировал по миру. Мы, по сути, своей кочевники. Мы всегда спали в лесу, и у нас была порвана одежда. Поэтому в менталитете у цыган желание иметь деньги. Но я вам скажу, что вы сейчас для меня и для огромного количества зрителей разрушили очень много стереотипов про цыган и разрушили их в приятную сторону. Это круто. Все не так страшно, как казалось. Вы думаете, я приехал в гости к Максиму Галкину и Калле Борисовне Пугачевой? Нет, ребятушки, я приехал туда, где жил самый известный вампир в мире. Хотя, если честно, Галкин тоже, мне кажется, кровь пьет. Слишком молодо он выглядит. Замок Бран построили в конце XIV века. Долгое время он служил оборонительной крепостью и принадлежал разным королям и князьям. Но прославился он тем, что в 15 веке стал резиденцией Влада Цепиша. Оттого он считается главной достопримечательностью у всех любителей истории с графом Дракулой. Туристы стоят, кучкуются, ждут своей очереди, покупают билеты, сейчас будут ходить толпой. У меня все иначе. У меня будет персональная экскурсия с моим персональным гидом. Welcome. My name is Andrei. Nice to meet you. Nice to meet you. My name is Andrei as well. Обычный входной билет стоит $10. Но за 130 вам не только расскажут о замке, но и покажут секретные комнаты. Внутри замка порядка 20 небольших, низких комнат со средневековой простой мебелью. Но все эти комнаты связаны между собой узкими коридорами и тайными проходами. Ух ты, прикольно. Ну, смотрите, действительно очень такое классное место.
Вообще я поражаюсь, насколько это все продумано в замках, да, вот эти тайные ходы, какие-то ущелья, там подземелья, туннели. Это так круто, это так романтично, что ли. There is the music hall and the library. And the biggest room in the whole castle. So this room is the biggest one in the whole castle. Ха. Видите, оно кажется, замок такой большой, а вот когда заходишь сюда внутрь, и вот это вот оказывается самая большая комната во всем замке. Выглядит уже не так масштабно. Все кажется каким-то камерным и очень маленьким. Но есть в этом замке и более зрелищные места. А вот эта вот комната, пожалуй, самая страшная, самая мистическая во всем замке. Комната, где собраны все орудия пыток. Влад Цепиш был чрезвычайно жестоким правителем. Он держал своих подданных в постоянном страхе, а всех неугодных предавал безжалостным пыткам. Но оно, знаете, вот даже вот много времени прошло, а выглядит это очень-очень все равно страшно. Несмотря на то, что все вот эти вот колья, они деревянные, но я думаю, если сюда сесть, будет очень и очень больно, по-прежнему. Любимое орудие пыток Цепиша – кол, на который он, собственно, сажал своих жертв. Мало того, Цепиш еще любил сидеть и смотреть на этих людей, которые страдали и мучились, сидя на этом колу. Он ел перед ними. И вот тела были полностью обескровлены, поэтому люди местные, трансильванцы, скажем так, предположили, что Цепиш, помимо того, что он ел, глядя на людей, он еще и пил их кровь. Правда это или нет, сейчас уже не узнаешь. Тем более, что румыны только подогревают интерес, придумывая все новые и новые легенды, чтобы привлечь как можно больше туристов. Все что-то читают, что-то трогают, везде слышно Дракула, Дракула. При том, что на самом деле сам Цепиш, он же тут не жил. Он же приезжал сюда, в этот замок, только для того, чтобы поохотиться. И все. А замок этот стал популярным только благодаря книге Брэма Стокера. Люди ее прочитали и поголовно начали сюда приезжать. Вы не читали еще эту книгу? Бегом в библиотеку, ребята, бегом! Давайте, давайте! Только тихо в библиотеке, помните? Ну что, как я и предполагал, друзья мои, все это туристическая замануха. И, мягко скажем, никакого отношения к Дракуле это не имеет. Но здесь рядышком есть действительно мистическое место. Куда я сейчас и отправлюсь. Сюда. Есть в Бухаресте и такие места, приезжая в которые понимаешь, что находишься в одной из самых бедных стран Европейского Союза. Я приехала в местные трущобы, называются они Ферентари. Мне вот очень любопытно посмотреть, как живет бедное население. Ферентари когда-то был районом общежития для рабочих. После смерти Чаушеску заводы закрылись, люди разъехались. Пустые квартиры самовольно захватили бездомные и низшие слои населения, постепенно превратив район в гетто. Жизнь здесь имеет ряд особенностей. Особенность первая. Большую часть времени местные проводят на улице. Гуляют с детьми, разговаривают, выпивают и сушат белье. Особенность вторая. Местные выкидывают мусор где попало. И хоть власти города периодически вычищают район, со временем его улицы все равно превращаются в свалку. Третья особенность. Район Ферентари является самым криминогенным в Бухаресте, а по некоторым данным, одним из самых опасных в мире. Без документов местные не могут устроиться на официальную работу, да и не хотят. Они промышляют кражами, проституцией и торговлей наркотиками. Вот слева от меня стоит человек, который только что теребил себе вену, и я пошла подальше. Поэтому советовать к посещению Ферентари я не берусь. Ну что, я обещал вам показать мистическое место неподалеку от замка. И вот оно, я пришел. Это пещера, где, как утверждают местные, до сих пор живут вампиры. А вот один из них. Hello! Знакомьтесь, это Эдди, мой персональный гид по пещере. Let's go. Мы отправляемся в пещеру Лили Ечела.
Именно здесь проживает целая колония летучих мышей, которые издавна считаются вампирами, друзьями оборотней и ведьм. Не переживайте, мы не собираемся снимать продолжение «Во все тяжкие» сериала. Мы не идем ничего варить, хотя очень даже похоже. Просто туда нужно одеваться для того, чтобы вдруг экскременты летучих мышей, не дай бог, не попали на ваше тело. Ну так предупреждают, говорят, ни в коем случае, это очень вредно, чуть ли не разъест ваше тело. Я оделся на всякий. Вооружившись также маской от бактерий и фонариком, можно начинать путь. Такое, конечно, стремноватое местечко. Be careful. Слушай, я тоже пошел с каким-то гидом в черную пещеру. Сейчас он меня сожрет сам, кровь выпьет или карточку заберет. Пещера Лили-Ечелар – это 1,5 гектара известняковых скал и узких проходов, которые простираются вглубь на 370 метров. На самом деле пещера действительно очень красивая, и она достаточно низкая. То есть для того, чтобы пробираться по ней, необходимо очень сильно пригибаться, должна быть хорошая гибкость. И тут я сразу вспоминаю своего учителя по физкультуре, который мне говорил: Андрюша, подтяни гибкость. Я ее не подтянул, поэтому вряд ли я сильно глубоко смогу зайти в этой пещере. Когда-то эти проходы были заполнены водами подземной горной реки Валя-Кукаля. Но со временем река ушла, тем самым обнажив известняковые скалы и оставив за собой повышенную влажность. Эти условия и стали идеальной средой для стаи рукокрылых. Но пока я не вижу здесь летучих мышей, и вообще их не слышу. Они что, ребята, не сильно тихие, их обычно слышно. Oh! Is anybody here? Not yet. Okay. Спустя 15 минут поисков, наконец, первые звуки. Мой гид сразу он их чует. Говорит, я пошел туда, это мои. Вот они, зловещие вампирята. Are they dangerous? No, they're not dangerous to women. Can they bite me? No, no, no. Can you bite me? Legend. No, I'm not Vlad Tepes, I'm not Dracula. Who knows? It's just a legend. I'm Romanian, but not Dracula. Оказалось, что эти летучие мыши, как и большинство рукокрылых, существа безобидные. Питаются они насекомыми, ящерицами, лягушками и даже фруктами. В мире вообще существует всего лишь 3 вида летучих мышей, которые питаются кровью. И обитают они только в Центральной и Южной Америке. Я могу сказать, что это место, вот эта пещера, мне нравится на порядок больше, чем тот распиаренный замок, где я был ранее. Но это хоть действительно по-настоящему. В Бухарест прилетает огромное количество бюджетных туристов. Соответственно, в Бухаресте есть огромное количество бюджетных хостелов, а то и вообще бесплатных. В один из них мы сейчас с вами и направляемся. Ой, тут осторожненько. Да ладно, ладно, шучу, я еще не на таком дне. Тем более, что денег у меня по местным меркам предостаточно. Все, погнали, это здесь. Я пришла в один из самых популярных хостелов города – Баухаус, Бухарест. Hello, welcome to Bauhaus Hostel, Bucharest. Nice to meet you. Анастасия. Okay. How much night? One night. It's 75 lei and all these are inclusive in that price. Okay, cool. Can you show? Yes, I will show you around. This will be your room. Сегодня я буду ночевать в небольшом номере на 6 мест со шкафчиками для вещей, кондиционером и холодильником. Спросите, Настя, получше ничего не могла найти? Объясняю. Короче, друзья, несмотря на то, что хостел маленький, он супер-супер креативный. Его фишка в старых вещах, которым дали новую жизнь. Вот, посмотрите, как можно использовать телевизор. Как столик. Куски чемодана. Я даже зашла, вот этого не заметила. Обратите внимание. Чемодан на чемодане, как говорится. Класс, это очень круто. Я люблю такое. А вот как можно использовать старые манекены. Креативненько. Ну, этим уже никого не удивишь. Кроме тебя, Олежа. Да ладно, ладно. Один большой лучше, чем 8 маленьких.
А еще я заметила, что здесь разрисованы картины в стиле, ну, очень похоже на стиль Чикана. Чикан Муэрте, поняли? Олежа, понял? У меня татуировка такая есть. Да что ты? Покажи. Сейчас. Ну, я же говорила, стилистика одинаковая. Знают, что рисовать. Вот чувствуется у людей вкус. Что-то загулялся я в пещерах, замерз как собака. Уже нету смысла, я думаю, возвращаться в Бухарест, поэтому буду ночевать тут. Отельчик вроде неплохой. Вы со мной? Заходите. Пятизвездочные отели остались в столице, поэтому будем перебиваться четверкой. Hello, good evening. Do you have some rooms? For tonight? For tonight, some room for me. For one person, yeah. One person plus one. Let me check, please. Okay. I want to sleep like a king of vampires. I have one suite left. Is the best one? Best one. Okay, great. Please go ahead. Yep. Okay. Thank you. You're welcome. Прекрасно. Мне предложили лучший номер за $143 в сутки. Так, ну что, ваши ставки? Сколько будет комнат? Будет ли джакузи? Бассейн? Я скромный парень. Мне многого не надо. Где бассейн? За $143 мне досталась небольшая спальня с кроватью, диваном, телевизором и журнальным столиком. Ну да, конечно, номерок у меня будет скромный. Но вы знаете, он очень аккуратный. Это бросается в глаза сразу. Очень приятная мебель такая деревянная, красиво сделанная, чистые подушки. Смотрите, такие накрахмаленные. Вот, стоят прекрасно. Ребята! Смотрите, не такой уж номер и простой у меня. Оказалось, в моем номере есть еще одна комната с подзорной трубой, а окна моего ночлега выходят на замок Дракулы. Так вот за что $143. Класс. Я хочу увидеть какое-то привидение. Я хочу разглядеть какую-то вспышку там. Возможно, пройдет тело в окне. Я тут, правда, у меня сердце остановится в этой комнате, если тело там в окне пройдет. Вечером все туристы и местные отправляются на площадь Унирий, к центральным фонтанам города. Это самый большой комплекс фонтанов в Бухаресте. Он состоит из 44 водных струй. Ого-гошеньки! Друзья, но я могу смело сказать, что, по-моему, это один из самых больших, ну и красивых фонтанов, которые я вообще когда-либо видела в Орле и Решке. В прошлом году фонтаны отреставрировали. Установили к ним подсветку и добавили музыкальное сопровождение. А обошлось это все городу в 9 миллионов евро. Если вы хотите также научиться управлять фонтаном, записывайтесь на мои курсы nastyushkafontan.com без проблем. Завершать этот долгий день прогулкой у фонтана была отличной идеей, потому что а, красиво, б, романтично и с, да просто классный фонтан. Но пройду все эти влюбленные парочки, да, все держатся за ручки, молодцы, а я вот пойду спать. Фух, хорошо. Прекрасно. Хотя нет, ну, все-таки не зря же я его покупал. Береженого Бог бережет. Или мало? Мало. Так, святая вода. Сейчас. Это со мной всегда. Все-таки не забывайте, кто у меня соведущая. Чтоб же наверняка. О, сейчас уже легче. Ух, вообще хорошо будет спаться.
Так, ну что, теперь прическа. Хотя здесь у меня все идеально, потому что есть вот такая вот крутая штука. Моделирующий лак объем от Nivea. И его волшебные 3 этапа. Подготовка, укладка и фиксация. А еще фишка в том, что он застывает не сразу, и у тебя есть время поправить прическу. Так, вот это еще прядь. Ух, прохладно. Доброе утро, мои вампирятки. Сегодня будет хороший, продуктивный день. Фу. Пойду чистить зубы. И завтракать. На завтрак мне принесли стейк с кровью. Нет, все. Хватит с меня Дракулы, где-то и крови. Тем более я вам всем говорил, что Бухарест красивый город, а Румыния это красивая страна. Вот сегодня будем доказывать это. Погнали. А я с самого утра отправилась в местный музей деревни. Ведь именно здесь проходит ежегодный праздник сбора винограда. Сейчас с вами прикоснемся, познакомимся и увидим всю культуру, быт, традиции румынского народа. Здесь можно изучить деревенскую архитектуру Румынии. Так, Олежа, смотри, фотографирую, как будто я набираю воду. Смотри, а ведро далеко, и я такая... Сфоткал? Супер. Как это вообще работает? Да, и не важно. Здесь можно посмотреть народные танцы Румынии. Дульча Румыния! Ну и самое главное, здесь можно увидеть давку винограда. Я думала, это все происходит, как в фильме с Челентано. Помните, где он такой сухой, жилистый, как жеребец такой, под музычку этот виноград топтал. Понимаете? Вот так он делал. Это не то. Праздник заканчивается дегустацией свежевыжатого сока. Выглядит свежий виноградный сок. Я, кстати, никогда такого не пила. Апельсиновый, да, там грейпфрутовый, да, виноградный никогда. Но что касается перформанса, друзья, все-таки вечериночка, наверное, 45-50 плюс. Я, наверное, сюда вернусь, когда у нас будет уже 1000 какой-то сезон решки. А кто-то мы оттопыримся. Весь второй день я решил посвятить красотам румынских Карпат. Карпаты протянулись на 300 километров через всю территорию страны. Они завораживают красотой своих горных хребтов и чаруют зеленью своих буковых и сосновых лесов. А еще карпатские горные дороги полны всяких неожиданностей. Неожиданность первая. В румынских Карпатах большинство селян до сих пор занимаются животноводством. Давайте, проходим, ребята, проходим. Давай. Все нормально, все под контролем. Сейчас. Добро пожаловать в Румынию. Тут у нас так. Все, проходим, все. Поехали. Неожиданность вторая. Просто медведь. Вот так вот, устал, положил лапки, отдыхает. Думает, что вы все от меня хотите? Все фоткаете меня. Смотри, как круто, блин, вообще прикольно. Я первый раз вот так медведя вижу. Это бурый медведь. Частый гость в румынских лесах. Здесь их проживает около 5000 особей. Вот она, Румыния. Граф Дракула. Тут медведи просто на каждом шагу. И неожиданность третья. Я приехал к одной из главных достопримечательностей румынских гор. А? Красиво? Посмотрите, это дорога Трансфагараш. Построили ее по приказу Чаушеску как обходной путь в случае вторжения чужих войск. Для строительства дороги разрушили часть окрестных гор, израсходовав 6000 тонн динамита.
Стройка шла 4 года, и каждые 2,5 километра тут погибал человек. А сейчас эти 90 километров горного серпантина являются самой красивой трассой в Европе и самой лучшей для езды на спортивных тачках. Поэтому каждый турист-автолюбитель считает своим долгом по ней проехаться. Слушайте, вот у меня прям руки чешутся самому сесть за руль и быстро вот так с ветерком пронестись на своем спорткаре по этой трассе. Как она рычит, ребята! Вы слышите этот звук? Батя за рулем! Поехали! Но такая поездка вызывает двоякое ощущение. Да, ты за рулем такой машины, и все классно, и ты ее чувствуешь, и слышишь этот звук. Но серпантин, зараза! Кроме того, из-за крутых горных поворотов рекомендованная скорость движения здесь всего 40 км в час. Да и более того, не вся дорога Трансфа-Гараж пригодна для езды. Все, меняемся обратно, потому что видите, когда начинается дорога, на самом деле всего лишь 30% этой дороги, Трансфа-Гараж, пригодны для того, чтобы хорошо ездить на такой тачке. Остальные, точнее остальная часть дороги, мягко скажем, не очень. Видите, какие контрастные дороги в Румынии? То вот вам, пожалуйста, самая крутая трасса для спортивных машин, а вот уже начинаются ухабы. Свой уикенд в Бухаресте я решила завершить в одном из лучших баров города. У-ля-ля. Closer to the Moon. Как прекрасно, что Бухарест такой бюджетный город. Фишка этого бара – необычные коктейли, которые с виду похожи на космическую планету. Это же просто очарование. Мой украсили еще и сладкой ватой в виде облака. Господи, я не ела сладкой ваты, наверное, лет 5. Но я сюда пришла не ради коктейля, а ради одного из лучших видов на закат в Бухаресте. Конечно, в такие моменты, когда ты еще сидишь на отдельной террасе с таким потрясающим закатом, вообще стирается тот факт, что ты провел уикенд со $100. Просто оно как-то так красиво, романтично, спокойно. Приезжая в Бухарест, ты можешь позволить себе многое. Да ладно, шучу, я еще не на таком дне. А можешь выехать из Бухареста и получить еще больше. Граф Дракула, граф Дракула. Тут медведи просто на каждом шагу. В любом случае, Румыния подарит впечатление всем без исключения. Меня называют диктатором. Странные эти правители. Да, не важно. Красиво? Вау! Я вообще не понимаю, почему сюда Орел и Решка не приезжали с морским сезоном. Андрюша! Докричала! Что, Настя? Здравствуй. Привет. Я шел на звук падающей воды, я, если честно, думал, что это слезы, которые стекают по твоим прекрасным бедрам. Но это всего лишь фонтан. Да. Как дела, Настенька? Андрюш, ты знаешь, в целом, в общем, неплохо. Ты, наверное, хочешь узнать, как мой уикенд? Нет. Что ж, я тоже не хочу знать, как твой уикенд. Могу сказать про Бухарест. Самое интересное, что со мной здесь приключилось, это люди, потому что было любопытно наблюдать, как и богатые, и бедные существуют практически в одном районе. Ну и второе, феноменально, Андрюша, феноменально. Свиная рулечка! Андрюша, она была просто прекрасна. Я вообще свинину не ем. Здесь у меня щеки трещали от того, как это вкусно. Вот за это респект, правда. Свиная рулька. Откуда ты знаешь, как ты подписана у меня в телефоне, Настя? Так, смотри, я поездил по Румынии. Так. И могу сказать... Во-первых, я знаю теперь все о вампирах. Но ни одним графом Дракула едина Румыния. Красивые горы, прекрасные дороги местами. Их Тебе, мало. скажи, проплатил кто-то, да? Тебе заплатили, да? Нет. Спасибо большое президенту Румынии. Мне очень приятно с вами. Вообще никто не. Это, кстати, я снимаю здесь квартиру уже. Вот, да. Друзья, увидимся с вами в следующем городе.
У меня 16 этаж, выбирай себе, пока сегодня еще можно выбрать что-то.